Ну все, дамы дорогие, заявление мое подписали, так что 2 недели отрабатываю и до свидания. Ольга Николаевна просто сияла. Оль, а не пожалеешь? Все-таки ты тут столько лет проработала, а если пенсии хватать не будет? Ну так, давай объективно. Кому мы в нашем возрасте нужны? Не найдешь ведь нормальную работу. Переживали коллеги, с которыми и у Ольги Николаевны всегда отношения были теплыми. И не уговаривайте, бесполезно, хватит. Да и хорошо все у меня. Нет, замечательно. Вы же знаете, муж у меня на хорошей должности. С деньгами проблем не будет. Да и есть в жизни дела поважнее, чем работа. Вы же знаете. Это да, счастливая ты, Ольга. А Ольга Николаевна и не спорила. Конечно, счастливая. Она только сейчас это поняла. Свою дочку Веронику она родила очень рано, на 4-м курсе института. Родила сама, потому что отец ребенка, который уговаривал ее сохранить беременность и говорил, что свадьба будет сразу, как Ольга придет в себя после родов, чтобы можно было надеть красивое платье, вдруг передумал, когда до родов оставался месяц. Наверное, можно было бы что-то как-то доказать, сделать тест, подать на него в суд, но не было ни сил, ни времени, ни денег. Да и мама самой Ольги, ее дорогая мамулечка, которая просто мечтала о внуках, сказала: «И не нужен нам такой папаша, сами малышку вырастим. Не инвалиды, слава богу, да и крыша над головой есть. Так что главное – это здоровье. Остальные проблемы будем решать по мере их возникновения». Вот так и началось для Ольги ее материнство. Конечно, ей бы очень хотелось, чтобы у нее был муж, а у Вероники папа. Да только что тут поделаешь? И вообще, ее случай далеко не самый тяжелый. В общем, отсидев с малышкой 3 месяца, которые, к счастью, выпали на летние каникулы, Ольга продолжила учебу. Даже академ не стала брать. А зачем? Мама уже была на пенсии, потому что всю жизнь работала на вредном производстве. Просто продолжала работать, имея заслуженную пенсию. Мама уволилась и полностью посвятила себя внучке. Папа работал. Не сказать, что зарабатывал огромные деньги, но семья никогда не нищенствовала, не выгадывала на памперсах, одежде или тем более на питании. Ольга училась, ведь самым важным было получить образование. Это понимала она сама, это понимали ее родители. Да они-то, собственно, понимали и то, что Ольга еще очень молода. Ей хочется погулять с подружками, купить себе что-то, просто отдохнуть. Поэтому она даже и не думала о том, чтобы подработать, а небольшую стипендию всю до копейки тратила на себя, частенько прихватывая и выплаты от государства на ребенка. У родителей деньги старалась просить только в самом крайнем случае. Она не видела, как малышка первый раз перевернулась, как села, как пошла. Однако не слишком переживала из-за таких мелочей. Мама все фиксировала в специальном красивом альбоме «Наша малышка», а папа снимал фото и видео, так что Ольга не потеряла абсолютно ничего. Ей нужно было учиться. Институт был позади. Защита прошла блестяще, и Ольга без труда устроилась на работу. Теперь ее родителям стало полегче, ведь Веронике без очереди дали место в садике, как дочери матери-одиночки. Все складывалось великолепно. Денег стало больше, тем более, что мама нашла подработку на полдня, пока Вероника в садике. И Ольга теперь могла позволить себе покупать обувь. Не одну на каждый сезон, а к каждому наряду. Не одно пальто на 3 года, а каждый год новое. Появились в ее жизни и косметические процедуры. Красота Ольги расцвела пышным цветом. Хотя на дочку времени не хватало.
Ольгу это нисколько не расстраивало. Но о чем можно говорить с такой крохой? Лопочет что-то непонятное, свое, детское. Что тут может быть интересного? Вот подрастет немного, тогда уже можно будет с ней общаться на равных. Не понимала она этих разговоров с маленькими. Мама иногда смотрела укоризненно, а потом брала Веронику и сама о чем-то с ней говорила. Ольга ни разу не сходила ни на один утренник в детский сад. А как туда попадешь, если их устраивают в такое неудобное время, когда все нормальные люди на работе? И вообще, есть бабушка, ей это интересно. Не было бы внучки, не было бы забот. Может, и сдала бы давно, разболелась. Так что ей это тоже на пользу и в радость. А Ольге бы пришлось отпрашиваться с работы, уговаривать начальство. А так она все на видео посмотрит. Веронику вроде бы хвалила музыкальный работник. Говорила, что девочку надо отдать на танцы. Ольга не очень вникала, что они там с бабушкой пытаются рассказать. Лишь пожала плечами. Раз надо, ходите. Я не против. Что там от меня надо? Заявление написать? И бабушка 5 лет водила внучку на танцы. 1 сентября 1 класса Ольга тоже пропустила. И что тут такого? Тоже мне событие. Форму купила, портфель купила, цветы купила. Что еще надо? Что, бабушка до школы не доведет? Школа-то вон, в 2 шагах от дома. Вероника очень любила бабушку, но втайне поглядывала на детей, которые пришли с мамой и папой. И пусть что у нее нет папы, но мама-то есть. И маленькая девочка никак не могла понять, почему в такой важный день ее нет рядом. В конце каждого класса Вероника приносила какие-то грамоты, дипломы и даже медали. Ольга особо не вникала. Да я хоть 100 штук в магазине таких грамот куплю и напишу все, что надо. Хоть поздравление с вручением Оскара, смеялась она. Грамоты? Да мы на них в родительский комитет постоянно деньги сдаем. Вот их и рисуют десятками. А бабушка разглядывала их с удовольствием. Она помнила каждое выступление внучки, каждый ее проект, ведь они всегда готовились вместе. Грамоты аккуратно складывались в папку, и иногда бабушка пересматривала их снова и снова. Вероника, кроме танцев, начала в школе заниматься рисованием и записалась в секцию баскетбола. «Правильно», – одобрила Ольга, – «ребенок должен быть при деле, нечего бездельничать. Главное, бесплатно, деньги не дерут, так что пусть ходит». Конечно, ни на выставки рисунков, ни на соревнования она не ходила. Смотрела фотоотчеты, подготовленные бабушкой. К этому времени Вероника привыкла, что просить маму прийти бесполезно. А вот бабушка, несмотря на свое самочувствие, шла. А как бабушка с дедушкой за нее болели, сидя на скамейке. Их было слышно лучше остальных родителей. А на выставке рисунков бабушка одевала парадно-выходное платье и шляпку. Смотрелась она в этом немного смешно. Но когда бабушка с дедушкой, который одевал свой костюм, шли вместе вдоль картин, то на них смотрели все. Вероника даже написала такую картину, и, увидев ее, старики чуть не расплакались. Вероника хорошо закончила школу, всего с 2 четверками. Замечательно, даже лучше, чем ожидалось. Сдала ЕГЭ и поступила в институт. «Совсем взрослая стала моя дочка», — с гордостью говорила Ольга, охотно позируя для фото рядом с Вероникой и от души радуясь, когда незнакомые люди принимали их за сестер. «Видишь, дочка, как хорошо, когда мама молодая, да?» — любила приговаривать она. Правда, дочка энтузиазма мамы не разделяла. Вообще, с возрастом она стала какая-то странная. Никогда ничего не рассказывала, не делилась секретами, а оставаясь наедине с мамой,
часто терялась, не зная, о чем говорить. Сама же Ольга неловких пауз не замечала, рассказывая о модных новинках, косметике, премьерах фильмов. Тем для разговоров хватало. Теперь-то с дочкой можно было общаться на равных, теперь-то с ней стало интересно. Только вот посидит с ней немного Вероника и уходит в комнату к бабушке, а там несколько часов они о чем-то шепчутся. Примерно в это время Ольга вышла замуж и ушла жить к мужу. Вероника осталась с бабушкой и дедушкой. «Повезло», — честно призналась Ольга. «Не бедный вдовец влюбился в меня, как мальчишка». Любовь закрутила ее, поэтому она даже не заметила, что ее дочь начала встречаться с парнем, полюбила и тоже собралась замуж. Она узнала лишь о дате свадьбы, ее поставили перед фактом. «Ну разве так можно?» – возмущалась она. «Мне же платье нужно и запись к нормальному мастеру за месяц вперед. Я что, с такой прической приду? А ногти, а лицо поправить? Нет, Вероника, ты меня удивляешь». А Вероника лишь пожимала плечами. Ольгу не интересовала сама подготовка к свадьбе, да и никто не просил у нее помощи. А раз не просят, значит и не надо. И вот теперь, через 4 года после свадьбы, Вероника сделала Ольгу бабушкой. «Какие молодцы, что не стали тянуть!» – похвалила ее Ольга, когда Вероника позвонила из роддома и тут же побежала писать заявление об уходе. Об этом она думала давно, ведь это же логично и правильно. Ей самой мама помогала с воспитанием дочки, значит, и она сама должна помочь своей дочке. Так должно быть. К тому же, что было, наверное, столь же важным, Ольга вдруг поняла, что ей хочется понянчиться с ребенком. «Не наигралась», — думала она. «Правильно говорят, что дети — это последние куклы, а внуки — первые дети. Вот и мое время пришло. Проснулся материнский инстинкт. Уж я этого зайчика, эту лялечку сладкую, мальчика моего крохотульного, из рук не выпущу. Скорее бы уже с этой работой попрощаться и заняться самым важным делом жизни». Через 2 недели с огромными пакетами памперсов, питания, детских вещей и игрушек она приехала к дочери и зятю. «А вот и бабушка приехала», — радостно провозгласила она. «Няньку вызывали?» «Нянька бросила работу и теперь будет все свое время проводить с Антошенькой. Где тут мой мальчик?» «Мальчик пока спит, мам», — довольно холодно ответила Вероника. «Так что ты бы потише говорила, ладно? А почему ты нам не сказала, что с работы увольняешься?» «Так я думала, сюрприз будет». «Зря, мам. Мы ребенка себе родили и сами хотим его воспитывать. Если ты иногда решишь с ним увидеться, мы против не будем, скажем спасибо. Но воспитывать, извини, мы справимся сами. Я хорошо помню свое детство, и для своего сына такого не хочу. У ребенка должна быть мать». «И отец», — поддержал Веронику муж. Ольга стояла и не могла ничего сказать. Ей разрешили остаться и дождаться, когда внук проснется. Увидев этого маленького мальчика, ей сразу захотелось прижать его к себе. Сразу захотелось поговорить с ним, хоть тот ничего и не понимал. Мгновенно Ольга поняла, как была неправа, но время назад не повернуть. «Прости, дочка», — тихо сказала она, отдавая Антошку, и опустила голову. «Я все поняла, все осознала, да только поздно». «Не поздно, мама. Посмотри на внука. Он будет рад приездам бабушки, но в меру», — смягчилась Вероника. Через год Ольга Николаевна шла по парку, держа за руку внука. Тот уже почти уверенно шагал рядом с любимой бабушкой. Да, припоздала она с любовью к дочери, но все у них за это время наладилось. Сейчас Вероника с мужем ходят по магазинам,
а Ольга гуляет с Антошкой. А потом ее будет дома ждать сюрприз по поводу дня рождения, но она о нем еще ничего не знает. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.